Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, нежный, воздушный десерт под названием меренговый рулет. Очень часто хозяйки не хотят его готовить, потому что всегда возникает вопрос, куда же девать желтки? Так вот, сегодня я вам предложу рецепт, в котором не придется думать, куда девать желтки. Но если вы не захотите все-таки использовать желтки по назначению, то девать их можно в слоеное тесто, рецепт которого есть у меня на канале. Ссылку оставлю под видео внизу. Давайте готовить вместе. Для начала берем яйца и отделяем белки от желтков любым удобным способом. Яйца даже одной категории бывают с разным весом. Нам нужно 200 граммов белков плюс-минус 10 граммов. У меня получилось 193 грамма. Я добавила к ним щепотку соли, щепотку лимонной кислоты и отправляю взбиваться в миксер до легкой пены, пока без сахара. Вот такая пена как бы пивная образовалась легкая, и теперь в 3-4 приема я буду добавлять весь сахар. Белки я начала взбивать на низкой скорости. Постепенно, уже когда начала добавлять сахар, скорость увеличила до средней. Я взбиваю в планетарном миксере не менее 12 минут. И даже если бы я добавила не сахар, а сахарную пудру, все равно я бы взбивала не менее 12 минут. Если вы взбиваете ручным миксером, то времени понадобится еще больше. Хотя бы 20 минут нужно взбивать. Чем менее мощный ваш миксер, тем дольше нужно взбивать. Но результат того стоит. Вот такая шапка, когда получается из белков, тогда уже белки готовы. Теперь я добавляю сюда кукурузный крахмал и аккуратными движениями лопаточкой буду вмешивать его в нашу белковую массу. Аккуратно, стараясь не разрушить структуру белка, вот такими движениями, ни в коем случае не в миксере, а уже вот так лопаточкой вмешиваю весь крахмал. Когда весь крахмал вмешается, не останется никаких комочков, должна получиться вот такая глянцевая блестящая смесь. Противень я застелила пергаментом, сделала вот так, подняла бортики и теперь выкладываю нашу смесь белковую на противень и буду ее разравнивать. Пергамента я специально отрезала побольше, чтобы сделать вот эти бортики. Когда меренга испечется, ее будет легко и просто достать из противня. А если бортиков не будет и края прилипнут к противню, то придется отрезать ее. Будет не очень приятно и не очень удобно. И теперь распределяю по всему противню вот такой лопаточкой. Это делать удобнее всего. Она у меня не железная, пластиковая. Очень хорошо распределяется наша меренга. После того, как разровняла белки, посыпаю их миндальными лепестками. У меня примерно 30 граммов. Это делать вообще не обязательно, но лепестки, когда запекаются, приобретают очень приятный вкус. И еще они красиво смотрятся на готовом изделии. Но это уже по желанию. И отправляю в духовку, разогретую на 160 градусов на 25 минут. Пока запекается меренга, я займусь кремом. Желтки, как я говорила, нам здесь пригодятся. Я готовлю крем не на сливках, а на желтках. Взбиваю желтки и добавляю к ним сахарную пудру. Чтобы она не была комками, так как она имеет свойство слеживаться, я ее просеиваю в несколько приемов также к желткам и все вместе взбиваю. После того, как все хорошо взбилось, масса получилась практически белая, я добавляю сюда молоко. Тоже понемножку подливаю и взбиваю. Вот так смешиваю молоко вот с этой массой. Когда масса станет однородной, я перелью все в сковородку с толстым дном, чтобы быстро приготовить крем, и буду в ней готовить. Сюда же я натру цедру одного апельсина. Если у вас апельсин крупный, достаточно будет цедры половинки апельсина. Но, как всегда оговорюсь, если вам вдруг не нравится вкус цитруса, то можете просто добавить ванилин. Это по вашему желанию и по вашему вкусу.
Мне очень нравится в этом изделии вкус апельсина, и к тому же он придает красивый цвет крему. Теперь все это я варю до загустения на медленном огне, постоянно помешивая. Крем загустел. Обратите внимание, какой у него стал красивый цвет. Он вот такой немножечко тягучий, что нам и надо для рулета, чтобы когда рулет сворачивали, он у вас не выползал и не вытекал. Перекладываю его в стеклянную посуду, накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник до полного остывания. Сама пока займусь конфитюром. Для конфитюра я собрала черную смородину. Можно использовать замороженную, у меня свежая, только собранная. Помыла ее, конечно же. Добавила пару столовых ложек сахара. Я добавила 2 столовые ложки, потому что у меня смородина очень кислая. Вы ориентируетесь по своей смородине, но нам нужно, чтобы конфитюр получился именно с кислинкой. Добавляю немножечко воды, тоже буквально пару столовых ложек, и отправляю на плиту на медленном ходу. Буду это все варить. Когда смородина начнет кипеть, я прямо ложечкой раздавлю ягодки вот таким образом. Мне не нужно, чтобы была тут прям однородная масса. Я хочу, чтобы где-то ягодки попадались, где-то было как пюре. Когда масса остыла, я добавляю к ней кукурузный крахмал. Все это перемешиваю и отправляю обратно на плиту и варю до загустения. Обязательно перед тем, как отправить обратно на плиту, хорошенечко все размешать, чтобы не было комочков. Когда все загустеет, отправлю в кондитерский мешок и в холодильник до остывания. Меренга у меня выпекалась 25 минут. Вы ориентируетесь, конечно же, по своей духовке до легкой золотистости. Я сразу достаю меренгу из противня, перевернув ее на силиконовый коврик. И теперь буду аккуратненько снимать пергамент, стараясь не повредить меренгу. Пока корж не остыл, пергамент отделить от него гораздо проще, чем если он остынет, застынет и присохнет к бумаге. Поэтому я делаю это сразу. И пока корж остывает, я доделаю крем. Для этого мне нужно масло комнатной температуры. Я его заранее достала из холодильника. И теперь мне надо его взбить до бела. Вот так взбила масло, достала из холодильника заварную часть крема. И теперь буду все это потихоньку смешивать, но предварительно собью еще раз вот этот крем, который варила, чтобы он разошелся. И буду соединять вот так все вместе, добавляя понемногу масла в заварной крем. В итоге получился вот такой крем и наношу его на уже остывший корж. Крема получается достаточно, я еще ложечку оставила для украшения. Остальное все вот так распределяю по всей меренге равномерным слоем. После того, как разнесла крем, вношу нашу кислую нотку. Обязательно это сделайте. Она здесь очень нужна. Можно не обязательно смородину, любую кислую ягоду. Может быть, у вас есть готовый джем какой-то кисленький. Его тоже спокойно можно сюда добавить. Я стараюсь подробнее все рассказать, не упустив никаких моментов, чтобы у вас все получилось с первого раза. И теперь надо свернуть наш рулет. Вот прямо на этом силиконовом коврике я его поворачиваю так, чтобы удобно было скручивать. И начинаю скручивать, помогая себе этим же ковриком. При скручивании рулета давить сильно не нужно. Пусть он останется воздушным. Рулет готов. Теперь надо его завернуть в пергамент, в пищевую пленку и отправить в холодильник на 3 часа. Я заворачиваю его в тот же пергамент, на котором он запекался. Готовый рулет можно оставить уже в таком виде, а можно украсить по своему вкусу. Я вот добавила немного зеленого красителя к оставшейся ложке крема, украсила листиками мяты и ягодами голубики. Вы украшаете по своему вкусу. Я достала из холодильника свой рулет, завернутый в пергамент и потом в пищевую пленку. И вот выложила, украсила, как вы видите. Вот так его украсила. Украшать, естественно, можете по своему вкусу. И еще хотела сказать, обязательно, когда перекладываете, будьте аккуратны. Он такой нежный, будьте аккуратны. Старайтесь не повредить его, перекладывая вот с пергамента на блюдо. Сразу подумайте, куда будете перекладывать, чтобы 10 раз его туда-сюда вы не перекладывали. С одной стороны отрезала, сделала вот такой срез, чтобы вы видели, да?
как выглядит, если срезать края, можно выровнять, а можно оставить вот так с противня. И, на мой взгляд, так вот даже красивее. Нет ровных резаных краев, он натуральнее выглядит. Но это опять-таки по вашему вкусу. Украшения, как его выложить, это все, конечно же, ваш вкус. Ну и, конечно, я хочу порезать и показать вам, какой он внутри. Он не менее красивый. В любом месте вы его режете, он очень красиво и аппетитно выглядит. Даже можете его не украшать, можете оставить он и так красивый уже с миндальными лепестками. Если миндальные лепестки не любите, тоже можете не класть. В общем, все на ваш вкус. Конечно же, я попробую. Сказать, что это нежно, это ничего не сказать. Он очень нежный, очень воздушный и просто тает у вас во рту, когда вы только вот положите, и все, он исчезает. Я хочу на сегодня с вами попрощаться, пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.